Эвакуация Эрмитажа. Секс-мошенники похищали российских военных. Самая мощная атака дронов в этом году. Подробности. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Второй раз за сутки в Уфе закрывают аэропорт. Причина – обеспечения мер авиационной безопасности. Ранее сегодня этот и еще 9 других аэропортов закрывали на фоне самой мощной атаки украинских дронов в этом году. Хорош. О ее последствиях до сих пор поступают новые данные. Так, по словам источников издания «Астра» в МЧС, обломки беспилотников повредили крышу цеха и котельную авиационного ремонтного завода в Борисоглебске, это в Воронежской области. Завод ремонтирует технику для российских ВВС. Официально местные ведомства о повреждениях объекта не сообщали, однако, по их данным, повреждены были только несколько многоквартирных домов. «Астра» геолоцировала фотографии с места. Дома находятся на улице Чкалова, рядом с заводом. Генштаб ВСУ тем временем подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани. Утром СМИ писали о пожарах на НПЗ «Роснефти» в Рязанской области и приостановке работы завода микроэлектроники «Кремний-Л» в Брянской области, как раз после атаки дронов. Напомню, что Минобороны России отчиталась об уничтожении 123 украинских беспилотников. Под удар в том числе попал один из округов Москвы. Минимум 90 тысяч российских военных погибли на войне. Данные о погибших собрали издания BBC и Медиазона по открытым источникам. Это публикации в СМИ, соцсети родственников и близких, данные с мест захоронения. Больше всего российских военных погибли в начале 2023 года. Среди них и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы, и завербованные заключенные, и бойцы ЧВК. Журналисты отмечают, что мертв примерно каждый четвертый, подписавший контракт с Минобороны уже после начала войны. Среди контрактников чаще всего гибли служащие мотострелковых подразделений. Среди элиты российской армии рекордные потери у ВДВ. BBC с опорой на мнение военных специалистов предполагает, что число в 90 тысяч – это от 45 до 65% от реального количества погибших российских военных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный телефонный разговор Путина и Трампа. Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем. Ранее CNN сообщал, что Трамп поручил помощникам организовать такой разговор с российским лидером через несколько дней после своей инаугурации. Также накануне новый американский президент сделал очередное заявление о конце войны между Россией и Украиной. По его мнению, цены на нефть – ключ к ее моментальному завершению. Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Их нужно снизить, и, честно говоря, я удивлен, что этого не сделали до выборов. Это их не очень красит. Меня это несколько удивило. Если цены упадут, российско-украинская война закончится моментально. Дмитрий Песков такое прочтение конца войны опроверг. Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов признал, что пляжи Краснодарского края настолько пострадали от разлива мазута, что восстановить их смогут только в 2026 году. В этом году отдохнуть на Черноморском побережье россиянам не удастся. Козлов констатировал это во время совещания правительства с Путиным. По словам министра, восстановить необходимо около 280 гектаров пляжей. Для этого потребуется порядка 840 тысяч кубов чистого песка. Тем временем украинский эколог Иван Русев сообщил, что пятна мазута обнаружены уже на Одесском побережье. Их зафиксировали возле Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка Тузловские лиманы. Напомню, причиной экологической катастрофы в Черном море стало крушение в Керченском проливе двух танкеров с нефтепродуктами – «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239». Это произошло 15 декабря. В Ростовской области задержали членов банды, которая занималась похищением военнослужащих и вымогательством у них денег. Ее создали несколько фитнес-тренеров. Заодно с ними работал и сотрудник стриптиз-клуба. Как сообщает телеграм-канал «База», он совмещал должности массажиста и охранника.
По данным ФСБ, участники ОПГ находили на сайтах знакомств участников войны в Украине и подсылали к ним несовершеннолетних девушек. Когда военные вступали с ними в интимную связь, приезжали те самые мошенники под видом полиции, похищали СВОшников и вымогали с тех по 3 миллиона рублей, якобы за невозбуждение уголовного дела. Вышеупомянутый массажист из стриптиз-клуба также выдавал себя за бойца ЧВК «Вагнер». Так он вымогал деньги у предпринимателей из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей. Его сообщник выдавал себя за полпреда президента. В пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области сообщили, что всего задержали 11 человек. Они содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону. При обысках у предполагаемых преступников нашли травматическое оружие и военную форму с шевронами. В Петербурге эвакуировали Эрмитаж. Это произошло днем около 1:30. В музей поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности. Посетителей вывели с территории главного музейного комплекса. Сотрудники службы музейной безопасности и полиции проверили залы и служебные помещения. Также на Дворцовую площадь подогнали технику МЧС. Ничего взрывоопасного на территории музея найдено не было, и через несколько часов он восстановил работу. Это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику, так его увидит больше людей. Подписывайтесь на нас в YouTube, а также подписывайтесь на нас в Телеграме. Так мы сможем остаться на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Берегите себя и до встречи.